Каждый день наука открывает перед собой новые горизонты космического пространства. И, казалось бы, давно известные объекты вроде спутников и планет вокруг нас не должны интересовать умы научного сообщества. Однако пространство, которое занимает наша Солнечная система, огромно. А для того, чтобы исследовать ее полностью, потребуется еще много времени. Сейчас я предлагаю отправиться в самые отдаленные места в этом участке и разобраться в том, что последним увидела межпланетная станция «Новые горизонты» на таинственном спутнике Хароне. Космо. Первый космический. Харон — это наиболее крупный объект среди всех спутников Плутона. О его существовании наука узнала более 40 лет назад. Небесное тело было открыто 22 июня 1978 года американским астрофизиком Джеймсом Кристи. Обнаружить ее удалось на снимках, полученных военно-морской обсерваторией США. Первоначально Харон определили как единственный спутник Плутона. Однако затем распространилось мнение, что небесные тела должны рассматриваться в качестве двойной планетной системы. Если бы Харону присвоили статус карликовой планеты, то именно это определение могло бы закрепиться за этим объектом. Но пока однозначного определения для этих небесных тел не существует. Харон по-прежнему классифицируется как спутник Плутона. Диаметр этого небесного тела равняется 1212 километрам, что примерно в 2 раза меньше диаметра самого Плутона и почти в 3 раза меньше диаметра нашей Луны. Один оборот Харона вокруг Плутона занимает 6,387 земных суток. И вследствие приливного взаимозахвата объектов такому же промежутку времени равны периоды вращения Харона и Плутона. По этой причине небесные тела постоянно обращены друг к другу одной и той же стороной. А если бы вам посчастливилось оказаться на поверхности одного из этих объектов, то и Харон на небе Плутона, и Плутон на небе Харона всегда были бы неподвижны. Благодаря таким удивительным свойствам небесные тела часто называют двойной планетой. А причиной этому можно назвать тот факт, что центр масс системы лежит за пределами обоих объектов. Масса Харона составляет приблизительно 11,65% массы Плутона, а расстояние между этими небесными телами равняется приблизительно 19 570 километрам. Для сравнения, среднее расстояние между Землей и Луной доходит до 384 400 километров. Кроме того, наблюдая за этими небесными телами в период с февраля 1985 года по октябрь 1990, ученые не раз фиксировали чрезвычайно редкое явление, а именно поперечное затмение Плутона Хароном и Харона Плутоном. А поскольку период обращения Харона чуть меньше недели, во время наблюдений затмения повторялись примерно каждые 3 земных суток. Благодаря своим свойствам Харон заметно темнее Плутона. И кроме того, оба эти объекта существенно отличаются по составу. Например, на поверхности Плутона много азотного льда, а Харон же покрыт водяным льдом. Его поверхность имеет менее красноватый цвет. В настоящее время считается, что система Плутон-Харон образовалась в результате столкновения независимо сформировавшихся Плутона и протохарона. Согласно некоторым моделям, Харон может быть геологически активен вплоть до наличия жидкости под поверхностью. Обосновывается это тем, что спектральный анализ этого спутника показывает наличие на нем гидратов аммиака. Также существуют гипотезы и о присутствии криовулканизма на Хароне. Наибольшее количество информации об этом небесном теле удалось получить благодаря миссии «Новые горизонты», в рамках которой 14 июля 2015 года автоматическая межпланетная станция пролетела через систему Плутон-Харон.
В ходе этой миссии были получены фотографии Харона с различного расстояния, а наименьшее расстояние при пролете составило около 28 800 километров. Станция смогла заснять как видимую при максимальном сближении сторону Харона, так и обратную. А также на поверхности спутника удалось разглядеть довольно большое количество разнообразных объектов. Одним из них стала удивительная впадина с горой в центре и несколько кратеров, сфотографировать которые у новых горизонтов получилось расстояние в 79 тысяч километров. Кроме того, на снимках хорошо виден разнообразный рельеф поверхности. Например, на изображениях станции можно увидеть цепь скал и впадин, простирающихся на 1000 километров и образовавшихся, вероятнее всего, в результате влияния внутренних процессов спутника. В правом верхнем углу около самой кромки просматривается огромный каньон, глубина которого, вероятнее всего, достигает от 7 до 9 километров. Удивительным фактом является относительно небольшое количество кратеров на Хароне, что, несомненно, указывает на геологическую молодость поверхности спутника. Кроме того, северный полюс объекта покрыт слоем темной пыли. Этот необычный район имеет название Мордор. Считается, что это темное пятно с диаметром около 475 километров образовалось из-за сверхнизких температур, периодически возникающих на поверхности спутника. И одной из причин может быть полярная зима Харона, которая длится около 100 лет. В течение всего этого периода температура поверхности спутника опускается до минус 258 градусов по Цельсию, и захваченные из атмосферы Плутона молекулы метана и азота замерзают. А когда наступает лето и температура Северного полюса вновь возрастает, достигая минус 213 градусов по Цельсию, метан и азот испаряются. И в области Мордора остаются лишь тяжелые соединения, которые под влиянием ультрафиолетового излучения превращаются в талины, возможно, придающие этому участку такой цвет. На данный момент все объекты на поверхности Харона получили неофициальные названия, которые были вдохновлены авторами и их произведениями в жанре фэнтези и научной фантастики. К ним можно причислить горы Кларка и Кубрика, кратеры Кирка, Спока, Ухуры, Дарта Вейдера, Люка Скайуокера, Рипли, каньон Нострома, каньон Тардис, область Галифрей и область Вулкан. Кроме Харона, вблизи Плутона находится еще 4 известных нам спутника. Их названия Стикс, Никта, Кербер и Гидра. И все они обращаются по почти круговым орбитам в ту же сторону, что и Плутон вокруг своей оси. Если вращение Плутона и Харона синхронно, то у всех остальных спутников этого не наблюдается. Радиус орбиты Никты достигает 49 тысяч километров. Радиус орбиты Гидры – 65 тысяч километров. То есть они находятся в 2-3 раза дальше от Плутона, чем Харон. Размер Гидры равняется 43 на 33 километра, а размер Никты – 54 на 41 на 36 километров. Их масса до сих пор точно неизвестна, а ее примерная оценка составляет 0,03% массы Харона для каждого из объектов. 2 же других спутника были открыты в июне 2011 и в июле 2012 года. Один из них, Кербер, имеет размер 12 на 4,5 километра, а радиус его орбиты 58 тысяч километров. Стик же достигает 7 на 5 километров в размере, а радиус его орбиты составляет 42 тысячи километров. И даже несмотря на их маленькие размеры, межпланетные станции «Новые горизонты» удалось получить и их изображение. Во время своего пролета через систему Плутон-Харон, собрав информацию о всех спутниках Плутона, межпланетная станция отправилась дальше, подарив человечеству свои последние и наиболее четкие на данный момент снимки этих объектов. А 14 июля 2015 года с расстояния 74 176 километров
станция сделала один из последних и самых четких на данный момент снимков Харона, на котором отчетливо видны многие детали этого объекта. На данный момент можно сказать, что Харон по-прежнему остается для нас малоизученным небесным телом. Однако благодаря проведенным миссиям информация о нем дает возможность делать выводы о его природе, свойствах и эволюции. Если миссия «Новые горизонты» когда-то была революционной, то, вероятнее всего, в ближайшие десятилетия подобные проекты еще не раз будут реализовываться. И это значит, что, возможно, уже скоро мы узнаем новую информацию об этом удивительном космическом объекте. А если бы вы хотели узнать еще больше информации про другие объекты в Солнечной системе, напишите об этом в комментариях или просто поддержите это видео лайком. И тогда я обязательно расскажу вам про них в следующих видео. И услышимся!